Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш расклад на системе табло Ленорман будет на достаточно важную тему. Есть ли в вашей жизни негативное влияние и кто стоит за этим влиянием или что стоит за этим влиянием и кто или что влияет на вас? Если в последнее время вы чувствуете, что что-то идет не так, появляются непонятные преграды, ухудшается самочувствие или в жизни происходят странные события, возможно, пришло время проверить, нет ли скрытого воздействия. Я разложу карты по системе домов Ленорман, проанализирую, где именно скрывается проблема, как она влияет на вас и можно ли с этим справиться и как с этим справиться. Посмотрим, что даст наш сегодняшний расклад. И начнем выкладку. Итак, друзья, выкладка произведена. Каждая позиция соответствует соответствующему дому табло Ленорман. Например, первый дом всадника, второй дом клевера, третий дом корабля, четвертый дом дома и так далее. И мы начинаем открывать с вами. Прошу обратить внимание, что это общий расклад, но вам нужно настроиться на себя, на свою ситуацию, на свои ощущения, на свои события в личной жизни и постараться, чтобы в ближайшие минут, наверное, 40 вас никто не отвлекал, никто не мешал и вам погружаться в свою ситуацию, в разбор этой ситуации. Итак, дом всадника. Какие новости или события вам могут сигнализировать о наличии негативного влияния? Смотрите, какие новости. Новости могут быть связаны с трудностями, с проблемами и с препятствиями. То есть, если в вашей жизни появляется все больше и больше препятствий, трудностей, неважно в связи с чем, главное, что они и есть, эти препятствия. Но не просто так, что вам просто всегда трудно что-то преодолевать, но эти препятствия, они, скорее всего, как навалившаяся какая-то ситуация или как неприступная ситуация, когда вы бьетесь головой либо о стенку, либо о гору, да, то есть не можете преодолеть. Или появились очень серьезные проблемы. Гора — это всегда о препятствиях, о трудностях и о сложностях. То есть если ваша, например, жизнь стала невыносимо трудной или невыносимо сложной, это похоже. Либо препятствия одно за одним идут на вас, сваливаются и создают некую стену, гору проблем. Второй дом. Дом клевера. Вот давайте спросим, есть ли слабые, но постоянные негативные воздействия, да, вот, например, серия трудностей, таких как бы не сильных, да, но они влияют на вашу удачу. Есть ли слабые, но постоянные воздействия? Знаете, они связаны, скорее всего, или с вашим здоровьем, или с вашими родственниками. Вот смотрите, если ваши родственники постоянно, по чуть-чуть создают вам проблемы, это может свидетельствовать о каких-то влияниях. Да? Или вы чувствуете, что вы постепенно теряете силы, как бы незаметно, и вот уже у вас сил или здоровья, постоянно болеете, какие-то заболевания, мелкие такие, да, но ситуация, в принципе, может постоянно из мелочей ухудшаться, да, особенно рядом гора, да, то есть постоянные проблемы со здоровьем. Пусть не сильно серьезные, но оно как бы имеет тенденцию укореняться, укрепляться. Поэтому смотрите, слабые, но постоянные воздействия, обратите внимание, здоровье, слабо, но постоянно, да, и родственники. Хорошо, давайте тогда следующий дом корабля. Это пришло ли это влияние к вам извне и связано ли оно с дальними людьми и местами, да, то есть это на дистанции или нет, дистанционное ли это или близкое что-то. Совы, такая карта, она о беспокойствах больше. И совы, оно, в принципе, о
движение. Я бы сказал, что да, это может быть связано с дистанциями. С дистанцией. Видите, я говорю с дистанциями. Я скажу, что да, это может быть из дистанционного. Да, например, родственники на дальнем расстоянии вас тревожат. Такое тоже может быть. Или после какой-то дальней поездки здоровье ухудшается. Да, вот здесь, да, я скажу, что да, все-таки птицы это дистанции. Ну, больше похоже, что дистанция здесь имеет значение. Поэтому, ну, если люди или обстоятельства, связанные с дистанциями, могут ухудшать, то обратите внимание на это. Окей. Хорошо, следующий дом. И это дом дома, 4-й дом. Давайте спросим такое. Вот он относится к такому... Затрагивает ли это негатив ваш дом непосредственно? Ну, ваш непосредственный дом. Но пока что я скажу, что нет. Здесь солнышко и, в принципе, лично вашего дома, ну, я думаю, как в аспекте, в контексте квартиры, недвижимости, да, вот именно он пока не касается. То есть, ну, вот, например, вы думаете, страховать вам или нет дом? Ну, если закон этого не требует, то пока что нет. Ну, на данный момент карта очень хорошая, поэтому я бы сказал, что вашего личного дома, ну, в аспекте именно сооружения, здания или квартиры, помещения, это не касается, да. Но, может быть, вы смотрите в контексте вашей фирмы, офисного помещения. Ну, вроде бы солнце, все хорошо. Я бы сказал, что нет. Там все пока чисто. По этому раскладу, во всяком случае, если вы чувствуете, что у вас там все плохо, то нужно действительно проверять. Да, есть разные способы, есть или экстрасенсы, или вы сами чувствуете и так далее. Карты не говорят в этом раскладе вам о чем-то плохом. Хорошо. Следующий дом, дом дерева. Давайте вот спросим и проверим, отражается ли это на вашем здоровье и на вашей энергетике. И мы уже заподозрили, дерево у нас уже было, да? Отражается ли это на вашем здоровье и энергетике? Ну, смотрите, здесь выпадает женщина. У мужчины навряд ли это отображается на здоровье и энергетике. А вот у женщины может отражаться. Особенно если вы чувствуете, что здоровье и энергетика у вас не очень. И то, что мы вот тут вытаскивали уже карту как раз на здоровье, будьте женщины внимательны. Если ваше здоровье страдает, то этот расклад где-то вам уже может резонировать. Да? Ну, то есть, как бы с вас, если пьют кровь магическим образом, да, или вы там как-то энергию не очень можете отрегулировать, то это влияет на вас. Следующий дом. Это дом туч и облаков, или облака, или тучи, да, вот как он, или облака, или тучи. И давайте вот открывается он. Кто или что скрывает правду о негативном влиянии? Кто и что скрывает правду о негативе? Правду о негативе скрывают деньги и король бубновый. Поэтому это может быть мужчина, тайный какой-то мужчина. Обычно это скрытый мужчина по рыбам. Вот, но это еще и богатый мужчина. Поэтому смотрите, о негативе могут также скрывать правду деньги, богатые люди, богатый мужчина, король бубновый и люди, которых вы, возможно, не замечаете. Но больше это относится к мужчине. Все-таки король выпал. Хорошо, следующий дом. Ну и видите, у нас в доме короля, да, трифовый, по-моему, там король трифовые облака. В доме короля трифового у нас король бубновый. Ну, такой рыбы. Хорошо. Следующий дом, дом змеи. Если зависть змеи и колдовские манипуляции в вашем окружении, или если гадюка в вашем окружении, есть опасный человек. Опять выпадает валет, но коса. То есть можно заподозрить кого угодно. Да? То есть есть. И я вам скажу, даже не сколько зависть, сколько сглаз или острая зависть. И есть даже опасности. То есть колдовские манипуляции могут быть опасными.
Но опять-таки, кого именно заподозривать тут пока в этом вопросе я скажу, что здесь есть и мужчина, и женщина. Может быть, это пара, может комбинация мужчина или отдельная женщина. Тут уже нужно смотреть в индивидуальном порядке. Поэтому, да, достаточно, давайте так скажем, острая зависть, как с глаз, и жесткая или опасная колдовская манипуляция. Следующий дом такой сложный, дом гроба. И вот мы тут спросим, были ли сделаны разрушительные магические действия против вас? Ну, давайте очень сверхопасные или, как же они, ну, разрушительные, это коллапсноподобные, да, вот так вот. Ну, здесь смотрите, если вы мужчина, на вас могли очень жестко помагичить. Здесь король червовый. Возможно, на кого-то из членов вашего дома, вашей семьи. Особенно на мужчину. Вот это вот могло быть. Здесь, смотрите, короли пошли у нас в верхнем ряду. Только одна женщина здесь, туз пиковый, да? Ну, женская карта. Я скажу так. Карта, в принципе, неплохая. Если вы женщина, на вас разрушительных каких-то влияний не было. Если вы мужчина, особенно вы, водной стихии, рак, рыба или скорпион, то могло быть. Ну и смотрите, здесь дом, ну, может быть, кто-то из членов вашей семьи страдает здесь, или вашего дома. Ну, дом здесь в контексте не сооружения, потому что мы его вроде бы просмотрели, там солнце, а в контексте членов семьи, именно людей. Хорошо. Ну, дом гроба у нас выпала неплохая карта, в принципе, но для мужчин водная стихия, она здесь в негативном контексте очень, и для членов семьи, особенно мужчин, особенно близких, тех, кто живет в вашей семье, ну, в вашем доме. Окей. Хорошо, следующий дом. 9-й дом, дом букета. Давайте смотреть. Прячется ли негатив под видом подарков, внимания, доброжелательности? То есть это крадники больше, да? Ну и, ну, может быть, подклады. Подклады, да, вот больше даже не крадники, а подклады, и крадники через подклады. Вот такое вот. Ну, смотрите, опять идет, если это идет на мужчину или от мужчины, мы чего-то не видим, мы чего-то не знаем. То есть риск этого достаточно высок. Через тучи мы не видим. Поэтому крадник в виде подклада, подклад и негатив через подклад тоже может быть здесь. Вы его можете и не замечать, а можете и просто не понимать, тучи это или облака, ну, неясность какая-то, мы не можем прояснить это сейчас. Но риск высок, особенно для мужчин и от мужчин. То есть, если это идет от мужчины, то да. Если это идет на мужчину, то да. Услышали. Король трефовый здесь, видите, выпал. И у нас вот прям короли, прям кучкой легли. Смотри, король бубновый, король червовый, король трефовый. И возле мужчин и все, что связано с мужчинами, высокая опасность. Лежит у нас коса. Окей? Слышно, да? А коса у нас это змея. Ну, какой-то недоброжелатель. Может быть мужчина, может быть что-то связано с мужчиной. Окей. Следующий дом. Дом крысы, 10-й дом. Какой урон или потери уже принесли эти влияния? То есть, так. Ну, пока я еще не вижу, но вам кто-то травит жизни, кто-то очень сильно угрожает. То есть, ваша нервная система, как минимум, очень сильно напряжена. Видите? Здесь у нас в доме змеи коса. И возле дома змеи относительно недалеко. Ну, тут по порядку, если взять третья карта. Змея прячется, да, получается. Поэтому я скажу так. Какие потери уже? Вам уже отравили жизнь, уже попили кровь и уже добавили яду, да, вот так вот. Ну и уже угрожают, уже испугали. Вы уже испугались. И, ну, здесь я так еще скажу, такая вот как бы нервная система, она постоянно в напряжении, да, и вы, ну, теряете и здоровье из этого. Видите, вот опасность, она для здоровья все-таки здесь больше идет, видите, дерево и змея там.
Поэтому здоровье страдает, психика, нервы, испуг. Даже вот могут быть панические атаки, мышечные спазмы здесь, вот в таком направлении. И угрозы, прямо и физические могут быть угрозы. Вам просто могут угрожать, я тебе там что-то сделаю не очень хорошее, да, кто-то говорит вам так, да. Окей. Хорошо, следующий дом. Дом метлы, 11, да. Давайте спросим, кто или что поддерживает это влияние, подпитывая его. Кто подпитывает, подогревает это? Или что подогревает? Подогревают сплетни, обсуждения и человек, который имеет доступ к информации. Кто это? Ну, такое тут книга, да, вроде бы как она, да. Ну, скажу, что скажу, что все-таки это кто-то, кто имеет доступ к информации. Скорее всего, она женщина и связанная с информацией. Но как минимум и подогревает этот негатив информация. Но это может быть и ваше обсуждение плюс, да, туда, и может быть, ну, такое, что это в виде что-то, в виде заклинаний все-таки идет. Вот так вот. Хорошо. Следующий дом сов, да, птиц. Или совы, или птицы. Как вот эти страхи и тревоги усиливают это негативное воздействие? Вот мы вот здесь заподозрили, да, вот как раз в этом доме, где змея выпала, я сказал, что у вас должен быть какой-то стресс, в принципе, по идее. Ну, оно и логично. И вот давай спросим, как эти страхи и тревоги, как бы проверка, да, идет, усиливает это негативное воздействие. Ну, смотрите, во-первых, страхи и тревоги влияют на ваши отношения, но больше всего они влияют на сердце, поэтому если чувствуете, что там давление повышенное особенно, но может быть и пониженное, кстати. Стресс обычно повышенное давление, но упадок сил в пониженном давлении тоже может быть. Поэтому, смотрите, страдают. Страхи и тревоги влияют на ваши отношения с окружающими, с любимым человеком и на ваше физическое здоровье, так что берегите сердце, имейте в виду. Окей. Следующий дом. Дом ребенка. Если негативное влияние, которое относится к детям непосредственно, вашим детям, ну, или том ребенке, о котором вы сейчас думаете, давайте так скажем. Ну, пусть, если у вас нету вдруг детей, но это внутренний может быть ребенок ваш. Или ребенок, который тут замешан в этой ситуации каким-то образом. Если это негативное воздействие. Ну, смотрите, здесь сад. Я бы сказал, что, скорее всего, нету. И зависит от окружения, в принципе. Карта очень хорошая, я не буду говорить по ней, что все плохо. Я бы сказал, что нет. Следующий дом. 14, да, у нас получается. Тут у нас по 8 карт. 8 раз 9, 10, 11, 12, 13, 14, да. Дом лисы. Если среди вашего окружения человек, действующий скрыто или хитро против вас, скорее всего, это женщина, дама пиковая. Ну, букет, да, и может прикрываться либо цветами, либо ароматами, ну, либо какими-то благими намерениями. Поэтому будьте осторожны как минимум с женщиной, дамой пиковой, окей? Ну и если у вас ситуация вот касается отношений, особенно дамы пиковой и короля бубнового, и тут женщина, видите, здесь какой квадрат. Здесь отношения прям. Или там богатый мужчина есть, и есть треугольник, тогда да. Следующий дом. Дом медведя, 15 дом. Как эта сила или человек влияет на ваш авторитет и на вашу защиту? Ну, на ваш авторитет пока не влияет, и вашу защиту пока пока еще не разбил. У вас есть ресурс какой-то. Может, вы поставили защиту, может, у вас энергетическое поле сильное, и все начинается с того, что вы там пока болеете, да, или мелкие какие-то заболевания, мелкие неприятности, но их много. То есть, я скажу так.
в доме медведя далекая карта очень, да, и она больше у женщине, да, вот звезда это женская все энергия идет. Я скажу так, этот человек, скорее всего, женщина, влияет на вас пока что слабо, но дистанционно, но влияет. То есть медленно, но уверенно, вот таким вот образом. Карта достаточно чистая, хорошая, поэтому пока еще на данный момент, да, эта сила далека. Если она будет приближаться, будет еще хуже, чем есть на самом деле. Вот так вот. И вот как раз рядом дом звезды, посмотрим, да. А связано ли это с кармическими узлами или с какими-то родовыми программами, особенно по маме, да, по папе, да, вот здесь мама, здесь папа, да, здесь родственники. Связано ли это с узлами? Но если и связано, это только с мужчиной. Поэтому по линии отца, скорее всего, корабль это у нас всегда папа, дедушка, мужская линия. Поэтому, да, может быть по линии отца, особенно родственника, близкого дедушки, там, дяди и так далее. Ну, все, что связано с мужчиной. Хорошо. Ну и смотрите, если у вас не получается никак переехать, поменять место жительства, то это кармический узел по линии и папы, и мамы, может быть. Здесь вот как раз с переездом, если проблемы у вас, вот вы не можете продать квартиру. И вот живете уже не один год, а мечтаете, оно все не получается. Мечта о переезде у вас может быть, смене места жительства, эмиграции и так далее. Кармический узел. Окей. Ну, тут может быть кармический узел еще и с бывшей женщиной, и с бывшим мужчиной, да, в зависимости от того, кто смотрит расклад. Хорошо. Следующее. Дом Аиста. Как это влияет, этот негатив, на вашу семью, прям на ваше гнездо, давайте вот так скажем, и на перемены в жизни, да, вот в личной. Ну, смотрите, прям гроб. Это серьезные проблемы, есть серьезное влияние на вашу личную жизнь и на ваше родовое гнездо. То есть, если вы хотите семью и у вас не получается, это влияние у вас, оно оказывает серьезное удручающее воздействие. Поэтому, да, повлияло и повлияло негативно на вашу семью, на ваших близких родственников, на ваше гнездо и на ваши отношения с этими людьми в том числе. Следующий дом. Дом собаки. Давайте спросим, есть ли среди ваших друзей и ваших близких источник этого влияния? Есть ли среди друзей и близких? Ну, я скажу так, что это, скорее всего, женщина среди друзей и близких, но она с вами не честна. То есть, эта женщина не есть откровенный, честный человек, хитрый и может быть опасным, смотрите. Особенно если это касается отношений, среди которых есть еще и мужчина, король трифовый, который облака, который хмурится постоянно, или который чего-то не понимает, или который, ну, давайте не то, что не понимает, а не видит чего-то, да, или вы не видите вместе с ним этой опасности. Да, есть эта женщина, скорее всего, рыжая. Лиса. То есть есть хитрецы, как минимум, или плуты, которые вас обманывают и могут использовать вас. Следующий дом. Дом башни. Защищены ли вы от этого воздействия на ментальном уровне, ну, на тонком уровне? Ну, пока да. Пока ваша энергия выдерживает якорь. То есть мы уже даже и смотрели, да, был такой подобный, по-моему, в звездах, да, дистанция есть, как бы пока что на данный момент ваша энергетика выдерживает. Ну, естественно, если бы она не выдержала, вы, может быть, себя совсем плохо чувствуете. Но по этой карте, эта карта, она очень хорошая, но тяжелая, да, трудная, как бы. Ну, возможно, вы ощущаете какую-то тяжесть и тяготение вниз. Может быть, упадок сил можете ощущать, ну или серьезные трудности в отношениях с мужчиной. Здесь это мужская больше тяжесть, да, и где-то вы, может быть, испытываете какие-то трудности, именно тяжести, да.
Следующий дом. Дом сада. Как общество и социальные связи связаны с этим негативом? Как окружение влияет? Да, как раз рядом, видите, карта сада лежит. Вот и посмотрим. Ну и общество и окружение здесь имеет ключевую роль. Да? То есть окружение все-таки связано с этим негативом. Либо этот негатив выходит в общую среду и попадает, да. Ну и как бы система не замкнутая, не закрытая, да, то есть ваш негатив, он касается и окружения все-таки, да, и может идти из окружения вашего, да, то есть к вам, то есть как от вас к ним, так и от них к вам, то есть оно уже идет, как бы, знаете, как, ну, взаимодействие такое, да, то есть еще раз говорю, что система уже не замкнутая, не закрытая, то есть ссор из избы уже вынесен, понимаете. Хорошо. Следующий дом у нас 21, да, по счету, ну, как раз он у нас здесь. И он относится к дому горы. И вот у нас гора как раз открывала расклад. Вот в доме горы что блокирует ваши силы, чтобы противостоять этому влиянию? Ну, во-первых, это знание. Это, кстати, сильный мужчина. Но это и благородство и отвага. То есть, я бы сказал так. Что блокирует? Нехватка сил. То есть, вы силы теряете постоянно. Да? То есть, постепенное обессиливание, медленное обессиливание. Вот так вот медленно, как, знаете, как кровь медленно вытекает, да, по капельке. Но она вытекает. И если, ну, по капле, капля за каплей, и океан, да, в конечном итоге. Ну и здесь страхи, я скажу, потому что вот здесь это как бы карта бесстрашия. Вот что противостоять вам мешает, да? Страх. Вы боитесь признать, что это есть возможно. Возможно, боитесь признать, что проблемы со здоровьем. То есть вы боитесь пока. И страх, он всегда блокиратор. Он всегда сковывает разум. Это, кстати, карта разума. Понимание, осознанность, решимость действовать, решимость предпринимать какие-то шаги. То есть решимость действия и ключ рядом. А здесь, видите, якорь, вы стоите на месте, вы как бы рот открыли, смотрите, понимаете уже, где-то догадываетесь, что что-то не то. Но боитесь. Боитесь принять, да, то есть есть такая фаза у вас или стадия отрицания этого процесса. Ну, вы имеете право, всему свое время. Я всегда так говорю, да, вот человек, когда на чистку приходит, говорит, я хочу почиститься, да, а потом говорит, ой, нет, я потом. Ну, конечно, всему свое время. Человек не готов, да. Человек готов, когда уже он понимает, что уже это должно произойти, да, потому что череда таких событий идет, что ты уже понимаешь, что все, уже ты не можешь на потом откладывать, да. Что уже лучше не будет. Да, вот тогда ты понимаешь, что уже это необходимо. Окей. Хорошо. Давайте теперь следующий дом. Это дом перекрестка или дом развилки дамы Бубновой. Да? Какие решения привели к появлению этого негатива в вашей жизни? Такая как бы подсказочка, да? С чем это было связано. Кольцо. Здесь смотрите по этой карте. Это кармический узел очень часто. И отношения. И какой-то драгоценный предмет. Возможно, что-то о браке, о союзе и о подарке. Поэтому сперва был подарок, кольцо, дорогой предмет, бег по кругу, зацикленность и объединение с кем-то, отношения тесные. Ну и это действительно важное решение было. И, возможно, дорогостоящий подарок. Туз крестовый все-таки. Хорошо. Сейчас идем в дом крыс и спрашиваем. В дом крыс. Где идет утечка энергии и жизненных ресурсов из-за этого негатива? Где вы теряете? Вот как раз перепроверяем опять. В семье. В отношениях. В родовом гнезде. С женщиной, с мужчиной и с детьми. Вот там идет утечка у вас. Ну, может быть такое, что у вас нет покоя в доме. Может быть нет такого покоя в сердце. Ну и о страхах я уже вообще не говорю, да, мы уже о них говорили с вами, вот они и тут подтверждаются, да, то есть решимость преодолевать страх. Но, как минимум, это еще и личная жизнь.
Вот здесь личное счастье, особенно у женщины. Особенно. Но у мужчины это тоже может касаться женщины в том числе. Или отношений с женщиной. Хорошо. Следующий дом 24. Дом сердца. Как этот негатив повлиял на ваши чувства, взаимоотношения, любовь и так далее? Ну, здесь прям напрямую. Повлиял и на отношения с мужчиной, и на отношения мужчины. Как вас, как мужчины, если вы смотрите с точки зрения мужчины, и вашего мужчины на вас. Вот оно рядом, мужчина, женщина. То есть на гетеросексуальные отношения это влияет напрямую. Прям. Ну, может быть, какие-то одни и те же проблемы в отношениях, да, или бег по кругу в отношениях, или пришли, сблизились, расстались, да, корабль, звезда, сблизились, отдалились. Так что как-то так. Следующий дом, дом кольца, вот как раз, да, вот за сердцем у нас колечко. Дом кольца. Есть ли магическое воздействие непосредственно на брак? Ну, союз, да, или договоренности. Ну, тут смотрите, если у вас в браке, в союзе и в договоренности прям все плохо, тогда, соответственно, очень сильное влияние, прям удар, да. Ну, или очень серьезная какая-то сильная родовая программа. А если у вас все хорошо, тогда, соответственно, оно все и хорошо. Карта, в принципе, о силе, и тут нужно понимать, у вас сильно хорошо или все сильно плохо. Если все сильно плохо, значит, оно и есть сильно плохо. Ну, то есть сильный удар, сильное влияние. А если сильно хорошо, то ваши отношения выдерживают, но потихоньку накапливаются, это у вас тогда сильная защита просто по медведю, и вам просто повезло в связи с тем, что пока что на данный момент ваша энергетика такая сильная. Может быть, опять-таки, у вас энергетика просто вам, или ангел-хранитель вас бережет. Следующий дом. Дом книги. Какую скрытую информацию вам нужно знать об этом влиянии? Вот, тайны об этом влиянии. Вам эту информацию нужно изучать. То есть какую? Вам ее нужно открывать. Вестник, информацию. Вы скоро получите еще больше информации об этом. Вестник, всадник. Скрытая информация, она находится у мужчины и пойдет, наверное, через мужчину к вам. Поэтому какую скрытую информацию вам нужно узнать об этом влиянии? Вам нужно как можно больше углубляться в этот процесс. И поверхностно относиться к нему не стоит. По этой карте. То есть вам чем больше информации вы получаете, тем лучше. Услышали. И нужно общаться. Всадник всегда общение и сближение на уровне коммуникации. Да? Поэтому вы еще не всю информацию знаете, и вы ее получите. То есть скрытая информация дойдет до вас через мужчину как минимум. Да? Источником будет мужчина, скорее всего. С большей долей вероятности. Хотя тут рядом женщина сверху тоже есть. Следующий дом, дом письма. Да. Были ли сделаны заговоры и переписки по договоренности против вас? Тут крест выпадает. Что-то связанное и что-то трудное. Скорее да, нежели нет. И что-то на объединение и что-то на карму. Это карма, испытание. То есть скорее да, чтобы ухудшить или отяготить ситуацию. То есть заговоры скорее были. Все-таки кресты это больше о заговорах, больше о молитвах, больше о карме или о каких-то связях. Поэтому крест не самая легкая карта, не самая. И тут якорь рядом, он кресту подобен, да. И все-таки дом письма, и тут у нас письмо есть, книга, да, идет вот сюда, оно о переписке какой-то, да, о информации. Поэтому да, скорее да, нежели нет. И заговоры и переписки, я скажу так, что может быть в часть этих заговоров и часть этих переписок вы отразили. Пока что еще. Я просто подтверждаю то, что оно уже есть. Потому что крест, он еще часто как защитный какой-то элемент. Поэтому да, но вы
как-то еще пока еще это отражаете. Ну, сопротивляетесь этому. Следующий дом, дом мужчины. И есть ли негативное воздействие со стороны конкретного мужчины? Вот так вот спросим. Ну, конкретный мужчина здесь клевер. Если есть, то тогда это глобальное влияние на вашу судьбу. Ну, понятно, что судьба, она такое понятие уж прямо совсем абстрактное. Ну, клевер — это хорошая карта. Я не могу сказать, вот, что именно вот этот мужчина по этой карте что-то вам сделал. Скорее нет. Но если вы чувствуете, что после удара какого-то, да, или отношений с мужчиной ваша судьба пошла вообще по другому сценарию и по плохому, то тогда да. Ну, мы о негативных влияниях. Но если у вас после этого мужчины судьба прям начала налаживаться, ну тогда он светлый маг и волшебник. Поэтому я бы сказал, что нет, только в случае, если у вас все хорошо. Ну, пусть будет так. Ну, с мужчиной, это с конкретным мужчиной. А теперь дом женщины. Смотрим, есть ли негативное влияние со стороны конкретной женщины. Тоже пока не вижу ничего плохого, но если у вас с мужчиной все плохо, и он ушел к другой женщине, то есть предал, а здесь собака, ну тогда это может быть. Если это повлияло на верность мужчины. Вы услышали, собачка здесь не просто так. Хотя очень хорошая карта. Поэтому конкретная женщина нет, если она не уводила у вас мужчины. Если увела мужчину, тогда да, услышим. Следующий дом. Дом лилии. И давайте спросим, как это влияние затронуло вашу духовность, гармонию и так далее. Перепроверка такая. Но здесь письмо. Вы или потеряли дар речи, или потеряли коммуникацию с кем-то, способ общения. То есть это разорвало ваши связи с тем человеком, с которым вы общались. Испортило общение, переписку, связь и так далее. То есть оно повлияло на связь. Но эта связь коммуникативная, она энергетическая здесь. Поэтому связь с высшими силами, именно связь с высшими силами у вас нарушена, но пока присутствует. Нарушена, страдает, но не полностью испорчена, так сказать. Да? То есть, да, ваша аура, она сдвинута, она не такая сбалансированная, гармоничная и не так выглядит, как должна была бы выглядеть, ну, в хорошем ее состоянии энергетическом состоянии. Дом Солнца следующий. Как можно осветить этот негатив и выявить его источник? Или с помощью чего? Или с помощью кого? Ну, здесь, смотрите, здесь это крадник, и это постоянные потери. Вот смотрите, источник туда, куда уходит ваша энергия. Поэтому что есть источником? А источником есть то, что забирает вашу энергию. Вот и все. То есть, ну понятно, что тот человек, который вас кусает, тот человек, который вас вампирит, тот человек, который у вас что-то забирает. И та ситуация, куда уходит энергия, ваше внимание, ваше здоровье, вот то и есть источником. По сути, крысы — это нечестные люди, неверные люди, недобрые люди, недоброе окружение, токсичное окружение или токсичная среда. Да, так. Окей. Следующий дом. Дом Луны. Как ваши эмоции и интуиция сигнализируют вам о том, что что-то есть. То есть проверка ваших эмоций и сигналы эмоций и интуиции. Но вы чувствуете, что что-то нечисто, и чувствуете, что вам больно, вы страдаете, и вы получаете от реальности какие-то наказания. Может быть, летит бумеранг. Вы чухаете затылок и говорите, а не бумеранг ли это мне? Ну, вот так вот. Следующий дом, 33, 4, 5, 6. Да, все правильно. Это дом ключа. Какой самый важный момент вам нужно осознать для нейтрализации негатива?
Ну, во-первых, вам не нужно быть наивным, само оно никуда не денется, да, как говорится. То есть принимать ответственность на себя, поверить в свои силы, у вас хватит сил, даже если это ваш внутренний ребенок. Вот. Смотрите, пока детей вроде не касается, но тоже, возможно, нужно осознать, что если оно идет волной, да, то пока не касается, а если это какие-то родовые программы или кармические узлы, то коснется рано или поздно. Ну и нужно не бояться и нужно не быть инфантильным, чтобы это преодолеть. Ну, под лежачий камень вода не течет. Ну и не будьте наивными, за вас это никто не сделает, кроме вас. В конечном итоге, да, то есть, да, могут быть там ведьмы, колдуны и так далее, но без вашей инициативы, без вашего взросления в этом вопросе ничего не поменяется. Следующий дом рыб. Если финансовые потери, вот как раз и проверим, да, финансовые потери из-за этого негативного влияния. Да, скорее есть. Они могут быть незаметные, но, например, вы начинаете тратить больше, чем зарабатываете, или покупаете не то, что нужно, или теряете деньги вплоть до того, что у вас или дети крадут эти деньги, или вы как ребенок ими распоряжаетесь и так далее. Да, медленные, незаметные или необъяснимые. Да, есть. По Луне, конечно, есть. Следующий дом. Дом якоря. А вот если устойчивое, долговременное, негативное влияние в вашей жизни, ну, хроническое влияние. Ну, здесь нельзя однозначно сказать, это 50 на 50. Скорее всего, оно связано как-то с женщиной. У женщины, скорее всего, да, у мужчины, скорее всего, нет. Но опять-таки это 50 на 50, это да, но это не точно, да, вот, то есть нельзя сказать, это хроническое или нет, это родовая программа или нет, то есть это может и родовая программа или какое-то мгновенное воздействие. Ни да, ни нет, скажу я так. Ну, особенно здесь, знаете, как, ну да, в каком случае хроническое. Если человек не может сделать правильный выбор долгое время, не может найти себя, найти себе применение, жить достаточно обеспеченно, хотя бы не бедствовать. Вот это может быть. Ну и последний дом, дом креста. Какое испытание или судьбоносный урок несет вам это влияние? А это влияние несет вам важное испытание, важный судьбоносный урок. Достижение ваших целей может блокироваться. Для мужчины это тоже немаловажный расклад. И отношения с мужчиной тоже могут страдать. То есть это важное судьбоносное влияние на вас. Этот расклад показывает общие тенденции и ключевые сигналы о возможных негативных воздействиях. Однако он общий, и для точного ответа на ваш личный случай требуется индивидуальная диагностика. Если вам резонируют отдельные моменты, и вы чувствуете, что в вашей жизни действительно есть странные события, лучше провести личный глубокий анализ. Если вы готовы узнать всю правду о своем личном положении в ситуации, обращайтесь за личной консультацией. Моя задача помочь вам увидеть скрытые и найти решение. Если ты сейчас чувствуешь, что это правда, значит, этот расклад именно для тебя. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые расклады и быть в курсе важных эзотерических знаний. Оставайтесь на связи и до новых встреч. Пока-пока.